Слушайте Радио 4. Радио 4. Мне нужна твоя одежда. Секонд-хенд одежда. Метро в Омске. Точно спим. Бери эту штучку. А? Бери эту штучку. Какую? Ну вот эту. Эту? Да, хлопушку. Вот так? Да. И все. Да, говори. Мой фильм про Омск. Кадр 1, дубль 1. Мой Омск. Дубль 1, дубль 2. Давай, щелкай. Я все знаю. Все это я уже передумал и перешептал себе. Когда лежал тогда в темноте. Все это я сам с собой переспорил до последней малейшей черты. И все знаю. Все. Так надоела мне тогда вся эта болтовня. Я все хотел забыть. И вновь начать. И перестать болтать. За чтение запрещенного письма Белинского Гоголю. В Алексеевском Равелине он провел 8 месяцев заключения в одиночной камере в ожидании вынесения приговора по собственному делу. А 22 декабря 1849 года Неужели ты думаешь, что я как дурак пошел, очертя голову? Я пошел как умник. И это-то меня изгубило. сроком на 4 года. Молодой человек.
А преступление и наказание он здесь написал? Если бы вы учились в школе, вы бы знали. И неужели ты думаешь, что я не знал, например, хоть того, что если уж начал я себя спрашивать и допрашивать? Эй, ребят, вы чего? Имею ли я право власть иметь? Стало быть, не имею права власть иметь. Или что, если задаю вопрос, вошь ли человек, то стало быть, уж не вошь человек для меня, а вошь для того, кому этого и в голову не заходит, и кто прямо без вопросов идет. Глаза разуй. Уж если я столько дней промучился, пошел ли бы Наполеон или нет? Так ведь уж ясно чувствовал, что я не Наполеон. Всю муку всей этой болтовни я выдержал и всю ее с плеч стряхнуть пожелал. Я захотел убить без казуистики, убить для себя одного. Я лгать не хотел в этом даже себе. Не для того, чтобы матери помочь, я убил. Вздор! Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил, для себя одного. А там стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и их всех живые соки высасывал. Мне в ту минуту все равно должно было быть. И не деньги, главное, нужны мне были, когда я убил. Не столько деньги нужны были, как другое. Я это все теперь знаю. Пойми меня, может быть, той уже дорогой идя, я уже никогда более не повторил бы убийство. Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки. Мне надо было узнать тогда и поскорее узнать, вошь ли я, как все, или человек. Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая? Или право имею? Я люблю Омск. Почему? Ну, потому что здесь мама и всего красивого. Есть здесь площадки. Ну, старые, ну, весело. Качаться можно. И здесь есть пляж. Очень он красивый. Ну и, конечно, море и песок. В Омске есть море? Да. На нашем пляже, помнишь? Как называется? Ну, Омский пляж. Вот я люблю его. Комар. Пойдем быстрее. Дубль 1, дубль 2. Много историй повидал город Омск за 3 долгих столетия. Но, пожалуй, вряд ли найдется история печальнее, чем та, что хочу поведать вам я. Случилась она в далеком 1852 году, когда Омской губернией, да и всей Западной Сибирью, управлял отставной генерал Густав Христофорович Гасфорд. Идти, твою мать! Все в его руках держалось в строгости и по-генеральски.
была у него молодая жена Любочка. Да такая красивая, что слухи о ее красе ходили далеко за пределами Омской губернии. Боялся генерал за честь жены и посему не выпускал этот юный цветок из рук своих, заперев ее в поместье. Она же с каждым днем все чахла и чахла взаперти. И вот в один день пришел к ним кузнец местный, чтобы люстру починить. А тот кузнец статный был, молодой, со взглядом добрым. Да к тому же еще и мастер. Золотые руки, каких поискать. Один такой на всю губернию. Увидела его Любочка, да так и влюбилась сразу же. А кузнец-то уж давно втайне по ней вздыхал. Стали с тех пор в доме предметы металлические ломаться по 2 раза на дню. То керосиновая лампа треснет, то ухват погнется, а то и петли в горнице Любочкиной надо смазать. Так и встречались они втайне от всех. Пока не заметил это адъютант генеральский, который сам давно уже на Любочку глаз положил. И вот вернулся генерал Гасфорд с объезда губернии. А адъютант тут как тут. Так, мол, и так, говорит. Вас пока нету, господин генерал, кузнец так вашей жене хаживает. Что? Закопать кузнеца живьем? Но тут взмолились советники. Смилуйся, говорят, руки-то у кузнеца золотые, нам за Уралом сроду кузнеца лучше не найти. Подумал генерал, да и изрек. Руки, говорите, золотые, тогда закопать по пояс, у дороги. Так и поступили. Только Любочка каждый день с тех пор ходила к той дороге и сидела напротив своего возлюбленного. Вот такая история. А правда это или вымысел, решать вам. А еще есть тропинка, и здесь можно на самокате. Но здесь нехорошие дорожки, потому что они старые, никто здесь не тянет дорожки. Вот я вот так и хочу. Так все, и дорога, и все изменилось. Вот я этого желаю. Ну, я у звездочки загадаю. Давай. Дубль 1. Представьте, вы находитесь перед аудиторией. Что вы чувствуете? Кать, да что ты дуру гонишь? Какие вы? Да я что-то не поняла. Ты ко мне как к подруге обратилась или как к специалисту? Вообще-то как подруги. Ну, как подруга я тебе тут не помогу. А как дипломированный психолог вселенской терапии Тальписа, метафорических карт и символического моделирования я тебе помогу. Так что расслабь свои конечности, заткнись и слушай. Так, представьте, вы находитесь перед аудиторией. Что вы чувствуете? Мне страшно. Ну, поподробнее. Ну, мысли начинают путаться. Угу. И сердце сильно биться. Угу. И в горле перехватывает. А вы в школе или в университете выступали перед публикой? Ну да, конечно. Я диплом защищала, на практике была. Нервничала, но сейчас это не просто страх, а паника какая-то. Ну, все понятно. Голософобия. А что ты ржешь-то? Ну, это случается,
там, перед сольными выступлениями музыкантов или артистов. А студенты – публика новая, незнакомая. Но есть эффективная методика. Нужно встретиться лицом к лицу со страхом. Все. А если я лекцию завалю? Это надо делать не в университете. А как ты относишься к уличной поэзии? Стихи я не люблю, я больше петь люблю. Ну, знаешь, будешь петь. А что петь-то? Ну, что знаешь, то и пой. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество. Как бежал за солнышком слепой Ивашка, как садился ангел на плечо, как рвалась и плавилась последняя рубашка, как и что обрел, обнял летящий башлачок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение. Дарья Сергеевна, вы знаете, по какому вопросу я вас пригласила? Мне кажется, знаете, Дарья Сергеевна. Век интернета, социальных сетей, инстаграмов с голыми задницами и селфи с пошлыми губами. Мы боремся за культуру и просвещение наших студентов. Мы должны подавать пример своим примером подрастающему поколению. А какой пример подаете своим примером вы, Дарья Сергеевна? Сегодня в переходе с протянутой рукой, а завтра на панели? Ну, что ж вы так-то, Анна Яковлевна? Дарья Сергеевна воспитанная девушка. Пед закончила с отличием. Диссертацию собирается защищать. Так ведь? Наверняка у нее есть объяснение этому перформансу в подземном переходе. Дарья Сергеевна, расскажите нам, пожалуйста. Да-да, вы уж потрудитесь объяснить. Пластмассовый победил, ликует картон и набор. Кому нужен ломтик июльского неба? О, моя ворона, солнечный зайчик стеклянного глаза. О, моя ворона, траурный мячик нелепого мира, солнечный зайчик дешевого мира. Пластмассовый мир победил, пакет оказался сильнее, последний кораблик остыл, последний фонарик устал, а в горле сопят комья воспоминаний. О, моя ворона, траурный мячик нелепого мира, солнечный зайчик дешевого мира.
Правильно петь макет. Что? Правильно петь макет. Ну, сыграй. Не надо помнить, не надо ждать, не надо верить, не надо лгать, не надо падать, не надо пить, не надо плакать, не надо жить. Я ищу таких, как я, сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных. А когда их найду, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем отсюда в ночь, мы уйдем из зоопарка. Мы уйдем из зоопарка. Пустые звуки, пустые дни, вас слишком много, а мы одни. В руках ребенка сверкает нож, но я надеюсь, что это ложь. Я ищу таких, как я, сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных. А когда их найду, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем отсюда в ночь, мы уйдем из зоопарка. Мы уйдем из зоопарка. Дубль 1, дубль 2 и дубль Храпошик. Здравствуй, здравствуй, подруга. Сколько ты будешь стоять-то здесь? Здравствуй, здравствуй. Холодно сегодня. Вот пока не околею, буду. Ну ладно, стой, стой. И я с тобой постою. Подожди. Чё ты? Нет, не надо. Почему? Нет, говорю. Мне все равно эти деньги отбирают. Почему? Ну, Боря. Господи ты, боже мой. Дай Бог тебе здоровья. Доча, возьми семечки. Спасибо, бабулечка. Я не люблю. Я сама их мыла, жарила. Они очень вкусные. Бабулечка, возьмите просто деньги, пожалуйста. Мне не надо подаяния. Да возьми, угостишь своего жениха. А мне некого угощать. Напрасно. Ты такая красивая, молодая. Тебе надо любить и рожать детей. Мы вот своих женихов с войны не дождались, а других не искали. А теперь вот одни остались. Бери, говорю, а я за тебя свечечку поставлю. Спасибо, бабулечка. Здоровья вам. И тебе, моя хорошая.
И я всех, и бабушку, и дедушку. Я всех люблю. А расскажи, что ты знаешь про Омск? Я знаю, что здесь есть, как там, мост. Как он называется? Омский. Омский мост? Да. И здесь есть речка, кораблики, дома. Где лучше, в Омске или в Москве? В Москве. Там она большая, а Омск маленький. С учетом этой концепции была разработана и 26 февраля 2006 года утверждена постановлением правительства Российской Федерации за номером 177 «Федеральная целевая программа». Притуляков, ты меня вообще слушаешь? Ольга Борисовна, просто Карлсона читаете. Да что же за детский сад? У вас что, крыша поехала? Просто Карлсон самый первый руфер в мире, как наш Данил в Омске. Вот вы ограниченное поколение. Для вас 11 классов – это потолок. Зачем поступать в институт? Для чего? Для галочки, для корочек. Все стоит на месте, вот поэтому город и не развивается. Потому что молодежь не развивается. Что? Можно выйти? Можно. Где-то есть город, тихий как сон, сон неосознанный, но я с ним в унисон. Кон на кон, синтон в тон, цвет настроения серый бетон. Миллионник без миллиона, кто-то врет, я или он. Он вон колокольный звон, если вальс, то бастон, если дач, то салон. Авангард чемпион. Люблю свой город, крыш, но ненавижу потолков. Нет ни кислорода в слове, свежей крови между слов. В глухой гражданской обороне дяди сели в джип. Партия, дай порулить. Город дорог недорог, этот город горд на торг. Омская крепость, теперь только водка, город, сад и город морг. Город закатов метит сам закат, и мы в ответе за то, что будет с ним, где будем жить и наши дети. Если все мы вдруг уедем, город переедут. Вкус сгущенки, банок тушенки, 2 тыщенки за наши душонки. Брошенки, не разведенки, сами у себя в печенке. Люблю свой город, крыш, но ненавижу потолков. Нет ни кислорода в слове, свежей крови между слов. В глухой гражданской обороне дяди сели в джип. Партия, дай порулить.
Где-то есть город тихий, как сон. 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 Да, я проеду. Или его поворотник включили бы, есть. Куда? До бассейна Альбатрос, шеф. О, спортсмен, пловец. Не-не-не, у меня там жена просто тренером работает в бассейне. Не бабское это дело. Пловцом работать. Это ж у нее плечи больше задницы. То ли дело я. Я свою дочку Оксанку в гимнастику отдал. Вот это по-женски. Да и в 30 лет таксистом работать тоже, знаешь, не мужское дело. Ага. С тебя 200. С тебя и сотни хватит. Свинья небритая. Здрасте. Че там, дождь? Ну? Ну, поехали. Музыку любишь? Люблю. Отлично. Бутырку слушаешь? Да не, ну что-нибудь посовременнее. Посовременнее. Посовременнее так хрень полная. Скачет по сцене, рот открывает под фонограмму. На каждом углу орут, что звезды, половина педики. Не, ну всем свое. Понятно. Ты сейчас прям как мой сын, Колька. Тот так же. В уши бананы засунет. Ходит, башкой трясет. Музыка орет, мозги разрушает. Вот это слушай. Это про жизнь. Так, все, остановитесь здесь. Да подожди ты, не доехали еще. Так, все, здесь остановитесь. Сколько с меня? 90. Сдачи не надо. Не надо, так не надо, господи. Мне же лучше. Здрасте. Привет. Атлантида? Да. Как говорят, танцуй пока молодой. Ну да, так это все. Ну и чё там как? Девки поди все поразукрасились, короткие юбки понадевали, ходят, голыми жопами трясут. Конечно, не без этого. Ну, у меня тоже 2 дочки. Оля да Юля. Как разукрасятся. Брови понакрасят, губы понакрасят, юбки понаденут. А по факту школу не закончили. Что за мода такая? А солярии? Они ж сейчас все по солярии, с утра до вечера. Мы их с пацанами называем, знаешь как? Копченые. А ты что в шарфике? Это сейчас модно или ты педик? Так сейчас все ходят. По-моему, так все педики ходят. Угу. Все, приехали, да? Приехали. Сколько с меня? 120. Держи. Пока. Это ерунда. Вот у меня карапуз. Все в рот тянет. Все, что не попадя. Володькой зовут. У меня Светка младшая тоже скоро в школу пойдет. Ничего, мой Лешка еще не такой хулиган. Вчера опять с фингалом пришел. Так что нормально. Моя Танька тоже как угорелая носится. Куда едем? Жукова 6.
Там какой-то жилой дом или что? Нет, в офис компания Финам. Понятно. Так. Замужем? Замужем. 2 детей, мальчик и мальчик. А почему интересуетесь? Невесту присматриваете? Да нет. У меня и так 16 детей. Это мама героиня? Или, может, у нас в стране разрешили многоженство? Да я отец не по документам. Я отец по призванию. У тебя колючий? 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 А у тебя? А у тебя нет ничего? Ты не колючая, я колючий. Ты тоже колючая? Скажи «а». А. Нежнее. А. А. Прошепчи. Я хочу мягкое «а». А. А. Громко, но мягко.
А. А. Скажи «а», будто ты хочешь сказать, что любишь меня. А. Скажи «а», будто ты хочешь сказать, что ты никогда не забудешь меня. А. Скажи «а», будто ты хочешь сказать, что я красивая. А. Скажи «а», будто ты хочешь сказать, что ты хочешь меня. А. Скажи «а», будто ты хочешь сказать «разденься». А. Скажи «а», будто ты хочешь сказать, что ты счастлив. А. Скажи «а», будто ты хочешь сказать, что ты никогда не хотел бы видеть меня снова. А. Нет, это неправильно. А. Слушай, если ты не будешь делать так, как я говорю, я прекращу игру. А. Хорошо. Скажи «а», чтобы сказать мне, что ты никогда не хочешь видеть меня снова. А. Очень хорошо. Скажи «а», как будто ты хочешь сказать, что ты плохо спал без меня. Что ты проснулся опустошенный, безо всякого желания жить. А. Скажи «а», чтобы я перестала просить тебя говорить «а». А. Попроси меня сказать «а». А. Попроси меня сказать мягкое «а». А. Попроси меня сказать мягкое шепчущее «а». Спроси меня, люблю ли я тебя так же сильно, как ты любишь меня? А.
Скажи мысленно. Мягче. Громче, чтобы я могла понять. Скажи, а мысленно, будто ты хочешь сказать, что любишь меня. Еще раз. А теперь я собираюсь спросить кое о чем-то очень важном. И ты ответишь мне мысленно. Ты готов? А?